Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель. И тут такое дело, учитывая сюжет и новую нить повествования, где в Галнете говорится об утопии, нужно бы рассказать, что это такое, чтобы вы понимали, о чем речь. Ну и еще, конечно же, обсудить немножко Salvation, D2 и проект Nemesis. А обо всем подробнее далее. С вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, СМИ контент. И нет, фронтиры не починили тени, как видите. И простите, мои дорогие, я не знал, какой сделать нормальный видеоряд. Полет на планете уже как бы наскучил. Вечно торчать у маяка стражей, как сейчас, тоже не особо хорошая затея. Поэтому напишите, какой видеоряд вообще вам хотелось бы видеть, когда вот будут идти ролики такого плана. Спасибо. Утопия, также называемая коммунной утопия, это общественное движение, выступающее за развитие человечества с помощью технологий, чтобы привести галактику к лучшему завтра. Оно превратилось в живую сеть технологических коммун с 91,8 миллиардов членов и продолжает расти, а его члены ценят свободу информации и готовность делиться знаниями и идеями. Лидер утопии Пранав Антал проповедует, что людьми должны двигать праведные, а не измененные желания. В течение 5 лет после основания утопии сотни тысяч ученых, программистов и инженеров присоединились к их образу жизни, чтобы создавать множество новых технологий, которые могут произвести революцию в галактике, когда будет достигнуто массовое производство. Их мастерские требуют огромное количество материалов. Первоначальную коммуну возглавил Симгуру Риш Антал, мастер трансцендентальных технологий. Его сын Симгуру Пранав Антал стал его преемником. Многих людей привлекают экспериментальные технологии, высокий уровень жизни и идеалы лучшего общества. Есть сообщение, что людей, которые сомневаются или не согласны с мудростью Антала, похищают и сажают в тюрьму, но Симгуру Антал отвергает эти обвинения. В комплексе в системе Антал люди могут увидеть футуристические технологии, опережающие время. Инженеры утопии сделали их свободно доступными для изучения, независимо от фракционных пристрастий тех, кто желал исследовать их тайны. Симгуру Антал сказал: «Мы живем в несовершенном мире, созданном из хаоса, который является случайной природой этой вселенной. Борьба мужчин и женщин за наведение порядка посредством инноваций и понимания является ключом к окончательному счастью человечества, продвижение нашего вида к этой неизбежной точке мира и процветания. Это не только моя любовь, моя страсть. Это сама причина моего существования. Это причина, по которой мы здесь. Чтобы наши мечты и наши страсти стали реальностью. Чтобы утопия преуспела, мы должны руководствоваться нашими праведными, а не измененными желаниями. В конце концов, только овладев собой, мы можем надеяться овладеть миром вокруг нас. С новаторскими технологиями мы создадим себе рай. Пранав Антал. И переходим к кое-чему интересному. Технологии Сим-архива. Главное достижение утопии. Обширное цифровое хранилище, содержащее коллективную мудрость всех наших ушедших братьев и сестер. Ну, то есть оцифровывают людей. Как я это понял. И это также понял Salvation. Новостишка Галнета 1 августа 3301 года. Сим-архив Антала открыт для посетителей. Впервые в истории утопии знаменитый Сим-архив, расположенный в Антале, открывается для посторонних посетителей. Архив представляет собой обширную коллекцию воспоминаний, хранящихся в Сим-картах, позволяющих другим переживать опыт утопических паломников в форме ярких впечатлений виртуальной реальности. В прошлом эти симуляторы использовались для обучения утопистов и реформирования диссидентов внутри сообщества. Сегодня пилоты со всей галактики могут покупать утопические симуляторы в более ограниченном общедоступном разделе Сим-архив. В кратком заявлении Симгуру Пранав Антал призвал всех желающих отправиться в Антал. То, что мы предлагаем нашим братьям и сестрам по всей галактике, это возможность учиться, испытывать и жить воспоминаниями тысяч людей, от детского удивления, сокрушительного ужаса и безудержной радости. Симуляторы, которые мы предлагаем, это не просто игра, средство развлечения, а самый чистый, самый прямой инструмент для достижения сочувствия и консенсуса. Теперь мы с вами отправляемся в 3309 год, 17 апреля. До того, как D2 прибежала
и рассказала нам про проект Nemesis. Научная делегация Aegis посетила Утопию и сравнила сим-архив коммуны со схожими разработками Salvation, получившими имя защита Nemesis. Доктор Максимо Фонсека вкратце рассказал об этом визите следующее. Симгуру Антал согласился принять нашу делегацию. Это и знак доброй воли и попытка доказать, что коммуна не сотрудничала с Salvation. Симгуру лично продемонстрировал нам нейрокузнецов Утопии, способных оцифровать электрохимическую активность мозга. Я принял участие в эксперименте, загрузив часть своих долгосрочных воспоминаний в сим-архив. Затем моя коллега доктор Кулер смогла насладиться симуляцией воспоминаний о моем выпускном, имевшем место быть 30 лет назад. После она заявила, что воспоминание было настолько правдоподобным, что она едва не сочла его своим собственным. Специалисты коммуны быстро проанализировали образцы защиты Nemesis и выявили особенности, присущие разработкам Salvation. Насколько мы поняли, исследователи Утопии утверждают, что Nemesis преобразует всю нейронную активность человеческого организма в эзотерические энергочастицы, и процесс этот необратим. Способ записи и управления потоком этих энергочастиц ученым коммуны неизвестен. Дальнейшие эксперименты, проведенные специалистами Aegis, подтвердили, в основе защиты Nemesis лежат до сих пор неисследованные технологии Стражей. Предварительное совместное расследование Альянса Федерации и Империи доказывает, что вероятность сотрудничества Salvation с коммунной Утопией маловероятна. Симгуру Пранафантал сделал одно из своих редких публичных заявлений. Сим-архив создан для хранения и охраны человеческой мысли, не для извлечения ее из живого разума. Когда-нибудь погружение в чужие воспоминания станет для нас таким же обычным делом, как и поиск информации в сетях. Миссия Утопии — объединить человечество, разрушив барьеры между нашими личными вселенными. Разработка Salvation в основе своей имеет лишь одну цель — самосохранение. Автора этого инструмента ничего не планировал сохранить для будущих поколений. Скорее всего, информацию о технологиях Стражей, которой располагал Salvation, можно считать навсегда утерянной. К сожалению, я уже, наверное, не найду у себя в игре те журналы, потому что они хранятся месяц. Сейчас будем разговаривать по поводу D2, ее одержимости Salvation, которую вы и так знаете, то, что она сбежала из-под Стражи, побежала на поиски Salvation, и проекта Nemesis. То, что мы сейчас рассматривали, было 17 апреля 3309, сейчас 20 марта 3309. Я уже запутался в этих числах, если честно, сейчас все объясню. Слухи о Соджин А. Анонимный источник обнародовал информацию о Соджин А, утверждая, что жизни ее в настоящий момент может грозить опасность. Соджин А, известная также как подопытная D2, в январе по своему желанию покинула частную медицинскую клинику, где находилась под защитой бывших участников организации Aegis. Она оставила сообщение, в котором заявила: «Я еще не свела счеты с Salvation». Инженер Кит Фаулер прокомментировал слухи о Соджин А в выпуске на своем канале «Время конца». Что-то непонятное творится, ребята. С слухами о Соджин А галактика полнится. Ее мозговой имплант, с помощью которого она может подслушивать таргоидов и расшифровывать их поведение, делает ее самым важным человеком в галактике. Говорят, что ее похитили или убили оперативники в ходе секретной операции. Может быть, на нее напал Азимут или сторонники Salvation, вступившие в игру после смерти своего лидера. Один пилот рассказал мне, что видел патруль Aegis в системе Нгар-Юянка. Он думает, что военные искали тело бедняжки Со. А хакер-активист из Collective перехватил часть сообщения, в котором содержались слова Bright Sentinel и протокол Nemesis. Какие тайны раскрыла Соджин А, жива ли она и сможет ли о них рассказать. Теперь ныряем на 30 марта 3309 года. Aegis опубликовали личное заявление Соджин А. Она утверждает, что у Salvation был способ избежать смерти в системе HIP 22460 и что у нее есть доказательства. Сразу скажу, что да, Калиб Вычерли погиб, когда Bright Sentinel в системе HIP 22460 атаковали таргоиды, но я уверена, что погибла только его физическая оболочка. Он работал на технологии автоматического переноса сознания, протоколом на экстренный случай, который он назвал «Защита Nemesis». И заметьте, автоматический перенос. Я знаю, насколько неправдоподобно это все звучит, но файлы, которые мне удалось достать из архивов Азимут Биотech, доказывают, что это правда. В течение нескольких лет Salvation занимался личным проектом по воссозданию артефакта Стражи, в котором можно хранить сознание. На схемах я увидела невральные взаимодействия в виде цифровых импульсов, а в примечаниях упоминалось сохранение его личности и воспоминаний в полном объеме.
Salvation уже продлил себе жизнь более чем на 250 лет. Он был одержим стремлением оставаться в живых, пока не уничтожат Таргоидов. Я убеждена, что в какой-то бестелесной форме он все-таки выжил, и что Азимут об этом всегда знали. Комментарий также дал Аден Таннер, работающий на Aegis в качестве независимого специалиста. Надо признать, что схемы, которые нашла СО, выглядят достаточно убедительно и очень высокотехнологичны, но в файлах не было конкретного доказательства того, что защита Немезис действительно существует и работает. Меня больше волнует, что какие-то неизвестные охотились на СО и, скорее всего, смогли бы ее схватить, если бы не вмешательство культа Дальнего Бога. Не лишним будет напомнить, что все три сверхдержавы расценивают активные попытки помешать работе Aegis или его ценным сотрудникам как преступление. Тем временем гигантский корабль Тестамент, спасший Соджин А от неизвестных, покинул систему Лайтон Стар после недельного пропуска, данного ему федеральными властями. Пресс-секретарь президента Хадсона еще раз подчеркнул, что на территории Федерации Орден Дальнего Бога по-прежнему считается незаконной организацией. Начало видео я начинал с утопии, и новостишку Галнета первую я прочитал про утопию не просто так. Сейчас этот кружок мы замкнем. 3 апреля 3309 года. Азимут Биотеч опровергли бездоказательное утверждение Соджин А о том, что Salvation выжил, сохранив свой разум вне тела с помощью технологии Стражей. Генеральный директор Торбан Редмейкер сделал следующее заявление. «Я официально подтверждаю, что в Азимут Биотеч не знают ни о каком проекте, связанном с защитой Немезис. Честно говоря, даже предположение, что кто-то может перемещать собственное сознание на расстоянии, уже не выдерживает никакой критики». Абсурдные выходки Соджин А подтверждают наши опасения о том, что она страдает параноидальной манией и сфальсифицировала данные, чтобы чем-то оправдать свою личную вендетту. А теперь ее, похоже, еще и превозносят культисты Дальнего Бога, только эти несчастные в свете собственных безумных верований могут всерьез воспринимать подобный полет фантазии. Научный журнал Empirical опубликовал статью со следующим комментарием о технологии, упомянутой в заявлении Соджин А. Эксперименты в сфере экзоневрологии, изучающие возможности отделения человеческого разума от нервной системы и переноса его в искусственный носитель, в основном завершались неудачей. В основном, подчеркиваю. О существенном успехе заявляла только коммуна Утопия. Утверждается, что SIM-архив копирует энграммы памяти конкретных людей и загружает их в сложную программу-эмулятор. Но из-за закрытости Утопии пока не удалось провести независимый анализ этой технологии. И, как я и говорил, научная делегация Aegis поперлась туда 17 апреля 3309 года. И вот теперь еще одна новостишка, которая вышла буквально вот вчера, от 11 декабря 3309 года. Симгуру Пранав Антал обсудил проведенный Утопией анализ устройства на базе технологии Стражи, которая, как утверждается, сконструировал Salvation. Чертежи защиты Немезис обнаружила Соджин А, изначально считавшая, что Salvation нашел способ оцифровать свой разум и сохранить его после смерти тела. Когда возникли опасения, что в этом каким-то образом замешана Утопия, Aegis поделилась чертежами с коммунной, чтобы убедиться, что эти наработки никак не связаны с их технологией SIM-архива. Пранав Антал недавно отправил Aegis сообщение, которое с разрешения Утопии было обнародовано. Тщательно изучив чертежи, наши нейрокузнецы, механикусы, ну и так далее, звучит, конечно, круто, поняли некоторые принципы работы защиты Немезис, уникальные знания Salvation об энергетических частицах Стражей и их практическом применении выходят далеко за рамки нашего понимания, но мы сформулировали теорию о том, что произошло при активации протокола Немезис на борту Bright Sentinel незадолго до уничтожения гигантского корабля в HIP-22460. Я бы хотел обсудить этот вопрос лично с Соджин А. Она обладает уникальным опытом в том, что касается методов Salvation и независимыми знаниями о его характере. Думаю, что ее мнение поможет мне разрешить оставшиеся вопросы.
Научный корреспондент Vox Galactica Леон Беннерджи сообщил следующее. Ведущие экзоневрологи, как правило, говорят о защите Немезис с большим скепсисом, если не откровенной издевкой. Никто не спорит, что Salvation обладал уникальными знаниями по части использования артефактов Стражей в военных целях, но мало кто верит, что разум живого человека можно преобразовать в электромагнитные импульсы даже с помощью технологий инопланетян. Азимут Биотеч также не рассматривает всерьез ни научное обоснование, ни саму идею о том, что Salvation мог выжить. Торбен Рейдбейкер назвал это неуместным проявлением неуважения к памяти о нашем основателе Калибе Уичерли. Тем не менее, Вейжи согласились отвести Соджин А на встречу с Пранавом Анталом, если она примет его приглашение. Вот чего у фронтиров нельзя отнять, так это то, как они закручивают сюжет. Они бы не стали нести эту линию повествования аж с таких бородатых времен. Ожидаем оживления Salvation в 2024 году в виде искусственного интеллекта, находящегося в машине на основе технологии Стражей. Жесть. Я прекрасно понимаю то, что картинку, которую вы видели на протяжении всего, что происходило во время этого видео, когда я все это зачитывал, вам, скорее всего, неприятно. Подскажите, какие видеоряды мне подобрать и сделать, чтобы это было более-менее симпатично? Спасибо. И да, напишите, что думаете по поводу всего этого дела в комментарии, потому что, ну, тут прям явно ожидает нас именно вот это дело после Таргоидов. А это уже, судя по всему, будет прям очень и очень скоро. Я вообще не знал то, что в Elite Dangerous есть такая штука, как Утопия, какой-то чертов сим-архив, как это вообще связано с Salvation, и то, что еще D2 с проектом Nemesis прибежал, так это все взаимосвязано, мои дорогие, об этом писалось в Галате, просто мы не обращали на это внимания. Мы не могли выстроить линию повествования, потому что у фронтиров она сделана через жопу, извините. Нету такого то, что вот точка, вот точка, вот точка, и из них идет такое древо, которое распространяется, и можно все это отследить. Нет, это отследить нельзя нигде, кроме сторонних сайтов, либо Инары. В игре там хранится сколько времени? Месяц, может чуть больше, журнал, Галнет вообще листается и пропадает. Ужас. Теперь все стало на свои места. Мы знаем про Утопию, мы знаем про Salvation, знаем про D2 и, конечно же, Азимут Биотеч. Вы, скорее всего, знаете, как связано D2 с Salvation, скажу на всякий случай. Salvation, он же Ведьма, вел проект Серов, где брались люди, насильно пихались в корабли Таргоидов, и делалось так, чтобы люди могли ими управлять. Люди умирали. Людям ставили различные нейроимпланты. Осталась только одна D2, и она сбежала и мстит Salvation. Ну, мстила. Ну и сейчас под него копает. Как-то так. А у меня на этом все. Всем спасибо, друзья, за ваши просмотры, лайкосики, подписочки, донатики и все это прекрасно. В описании под видео все возможные ссылочки, плейлисты, социальные сети, ну и помощь каналу. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра, ну или сегодня на стриме, если он будет, а он будет. До встречи.